Анна стояла у окна, наблюдая, как последние лучи заходящего солнца окрашивают небо в кроваво-красные тона. Маленькая Софья играла с куклами на ковре, время от времени поднимая свои большие карие глаза на маму, словно проверяя, все ли в порядке. В последнее время трехлетняя девочка стала особенно чувствительной к настроению матери. Часы показывали 22 часа 30 минут, а Сергея снова все не было. Анна привычно сжала кулаки, пытаясь подавить растущее беспокойство. Телефон мужа был недоступен, как всегда в такие вечера. «Мамочка, папа сегодня сказку читать придет?» Голос Софьи вывел Анну из оцепенения. «Не сегодня, солнышко. Давай я тебе почитаю». Уложив дочку спать, Анна села на кухне, обхватив голову руками. 5 лет брака превратились в бесконечную череду обещаний и разочарований. Сергей появился только в 4 утра, еле держась на ногах и распространяя знакомый запах алкоголя. «Где ты был?» – тихо спросила Анна, хотя ответ был очевиден. «А что, я не могу с друзьями посидеть?» Его речь была невнятной, глаза мутными. «Мы договаривались. Ты обещал». «Да хватит!» Достала со своими нотациями. Следующие недели превратились в настоящий кошмар. Сергей срывался все чаще, иногда не появляясь дома по несколько дней. Софья начала просыпаться по ночам от кошмаров, плача и зовя папу. Однажды вечером, когда Сергей снова пришел пьяным, Анна твердо сказала: «Уходи. Я больше не могу так. Софья не должна расти в таком доме. Это мой дом», – закричал он. «Нет, это дом моих родителей. Они подарили его мне. Уходи, пока я не вызвала полицию». Последующие месяцы были наполнены бесконечными звонками и визитами Сергея. Он то умолял о прощении, то угрожал, то приходил пьяный среди ночи, колотя в двери и окна. Анна держалась твердо, позволяя ему видеться с дочерью только в своем присутствии. В тот роковой день ничто не предвещало беды. Анна, как обычно, поехала забирать Софью из детского сада. Но когда она вошла в группу, воспитательница с удивлением сказала: «А Софью уже забрал папа час назад». Мир Анны рухнул в одно мгновение. Телефон Сергея был выключен. Его родители, к которым она бросилась в панике, сказали, что не видели сына уже полгода. В полиции только развели руками: он законный отец, никакого похищения нет. Анна поняла, что осталась один на один со своим страхом. В голове крутились страшные мысли. Что, если он пьян? Куда он мог увезти ребенка? Жив ли он сам? Она начала собственное расследование. Вспомнила все места, где он мог появиться, всех друзей и знакомых. 3 дня без сна, постоянные звонки, поиски. Каждая минута казалась вечностью. На 4-й день телефон наконец зазвонил. Незнакомый номер. «Алло?» Ее голос дрожал. «Анна Сергеевна? Это из больницы номер 7. Ваш муж и дочь у нас». Сердце остановилось. «Что с ними?» «Ваш муж. Он в реанимации». Девочка в порядке, испугана, но физически здорова. Как выяснилось позже, Сергей, забрав Софью, поехал с ней на дачу своего друга. 3 дня он пил, пытаясь собраться с мыслями, периодически звоня своим знакомым и рассказывая о том, как его предала жена. В какой-то момент, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он решил поехать в город. Машина вылетела с трассы. Софья, пристегнутая в детском кресле, осталась невредимой. Сергей получил серьезные травмы. Их нашли случайные прохожие, услышавшие плач ребенка из перевернутой машины. Прошел год.
Сергей выжил, но полученные травмы изменили его жизнь навсегда. Паралич нижних конечностей приковал его к инвалидному креслу. Пережитый опыт заставил его переосмыслить свою жизнь. Анна подала на развод, но не запретила ему видеться с дочерью. Каждую субботу они проводили вместе несколько часов под ее присмотром. Софья постепенно перестала бояться темноты и просыпаться по ночам. Однажды, наблюдая, как Сергей учит дочку складывать оригами, это стало его новым хобби в процессе реабилитации, Анна поймала себя на мысли, что иногда самые страшные события могут привести к неожиданным результатам. Сергей больше не пил, посещал психотерапевта и действительно старался быть хорошим отцом. «Знаешь», — сказал он как-то Анне, когда Софья уснула у него на коленях, «я должен был потерять все, чтобы понять, что у меня было». Анна промолчала, но в ее глазах стояли слезы. Иногда жизнь разбивается на осколки, чтобы сложиться в новую, более правильную картину. И хотя их брак не удалось спасти, они научились быть хорошими родителями для своей дочери, каждый по-своему найдя свой путь к исцелению.